Вот есть два человека, один уверенный в себе, один не уверенный, я лучше буду с неуверенным. Почему люди стремятся к уверенности? Они стремятся расслабиться. У них секса просто мало. Если родился баобабом, баобабом и помрешь, как Высоцкий пел. Инвесторы должны молиться на предпринимателей, а не предприниматели на инвесторов. За предпринимателей меньше. На ряд вопросов, Алекс, я уже получил ответ. Спасибо за разъяснение. Более понятно стало, по местам расставилось. Еще вопрос такой. Почему сложно заходить в новую тему? Вот если новая тема, я сейчас взял из твоих высказываний момент этот. Наверное, мне легко нырять в любую тему, когда я разбираюсь в этом. Я думаю, возможно, это с этим связано. Вот мне сложно, если один человек меня туда проведет, покажет, расскажет, то есть что это прибыльно, либо на этом точно можно заработать, приложив усилия, старания, ну, желание, любовь свою к этому делу. Мне, в принципе, без разницы. Я тогда решительно исключается на 99%. А в этом плане нет уверенности. Как добавить? Либо при вхождении в новую тему прямо вот находить эксперта. Как мы хотели войти в одну тему, я уже дошел до того, что надо просто эм, обратиться к юристу, заплатить ему, сесть с ним, поговорить, задать ряд вопросов, свои страхи, понимания, недопонимания, получить адекватный ответ с профессиональной точки зрения, и тогда двигаться. Может, это все-таки упирается в профессионализм? Вообще я не понимаю твоего вопроса. Ну, как бы вроде все понимаю, но ничего не понимаю. Ты рассказываешь вещи, которые абсолютно очевидные, так должно быть. Ты типа говоришь, сложно входить, но ты таким тоном говоришь, как будто бы оно не так должно быть, что что-то с тобой не то. То есть всем легко, а тебе сложно. Ты сказал за паранойю, что должен присутствовать страх. Так это всегда, в новую тему заходишь, мне с моим 30-летним опытом всегда невероятно сложно. Новая тема, очень ничего не понятно, не знаешь, какие там подводные камни. Начинаешь изучать, изучать, изучать постепенно. Зная просто, что это нормально, когда тебе сложно, когда непонятно. Потому что тема урока была, что именно уверенность в себе. Ну, ты вначале сказал, что уверенность в себе это совсем не имеет отношения к этому. Вот. Я думал, может, сам по себе я как человек не уверен в себе, мне сложно заходить, сложно понимать. Но ты Я тебе скажу, я гораздо лучше. Вот есть два человека, один уверенный в себе, один неуверенный, я лучше буду с неуверенным. Ну, как бы. Неуверенный, потому он почему? Потому что он умный, он может так, а может так, может получится, может не получится. А уверенный, у нас все получится, мы победим. Блин, я смотрю на него, мне смешно. Мне понятно, что он просто еще не проигрывал. А этот неуверенный, потому что он много раз проигрывал. Так это лучше гораздо. Потому что этот же, который не проигрывал, он сейчас начнет проигрывать. И что с него останется? С его уверенностью? Он может вообще сдуться. Вообще этот проигрывал и продолжает работать. А этот начнет проигрывать уверенный, может он вообще сопьется. Уверенный человек это чистый идиот, я тебе скажу. Это просто дурак, просто неумный человек. Потому безумец, что это безумец, я тебе говорю, потому что бизнес это очень сложная штука, очень-очень сложная штука. Это больше всего мне напоминает ходьбу по канату в цирке, знаешь, там на высоте 20 метров, еще без страховки. То есть это неуверенность, постоянное волнение, страх такой, ну, как сказать, не сказать, что приятный страх, но тем не менее присутствие страха это нормально. Ты постоянно, получается, Но бодрствуешь, если у постоянно. тебя нет страха, то ты точно расслабишься и точно упадешь. Ты потеряешь баланс. То есть именно страх. Вот если ты идешь вот по канату на этой высоте, именно страх тебя как-то еще держит. Страх и опыт. Опыт и страх. И ты балансируешь. Вот палочкой, этой палкой ты балансируешь. Но ты очень напряжен, очень думаешь.
Да, то так. Уверенность, она расслабляет. Расслабляться нужно во сне и в сексе. А в бизнесе нужно напрягаться. А неуверенность напрягает, неуверенность напрягает. Почему люди стремятся к уверенности? Они стремятся расслабиться. У них секса просто мало. Если человек дотраханный, он хорошо расслабился в сексе, все, он пошел в бой, и он хочет напрягаться. А если человека не хватает секса, он везде ищет расслабление, даже на работе. Понятно. Это я про Спасибо. мужчин говорю, не про женщин, кстати. Я про женщин ничего не знаю, только могу догадываться. Про мужчин я точно знаю. Каждому мужчине нужно определенное количество расслабления глубокого. Это достигается через секс. Нельзя даже через сон получить такое расслабление. Ну, через секс можно. Но с очень хорошей женщиной, не с любой. С проституткой нельзя так сильно так расслабиться, как нужно мужчине. С любящей женщиной, которая его любит. Если он ее любит, недостаточно, он не расслабится глубоко. Она его любит. Проститутки тебя не любят, поэтому ты с ней не можешь расслабиться. А вот только женщина, которая тебя любит, тогда ты очень можешь расслабиться. А значит, потом сможешь напрячься на работе. Да, так и есть. Домой приезжаешь, сразу расслабляешься. Не хочется думать про работу, ну не всегда хочется думать про работу. Ну, заряжаешься, при расслаблении ты заряжаешься, женщина тебя заряжает, и потом ты можешь заряженный Двигаться вперед идти в уже. бой, да. Ну, стрессоустойчивость такая повышается. Понятно, спасибо. А не путайте тоже уверенный голос. Вот я сейчас звучу, как будто бы я уверенный. Уверенный голос, жесты. Не путайте эти вещи. Это внешние вещи. Внутренне я не уверенный. В хорошем смысле слова. Что такое неуверенность? Может получиться, может не получиться. Может получиться, может вот это неуверенность. Подвергаешь сомнению, Все, да, не точно. Все не так, что вот, точно получится сейчас. Вот это нехорошая уверенность. Это, знаешь, это такой по канату идет чувак, и точно я сейчас пройду и не упаду, понимаешь? Точно. А Бог, Он всегда, как только ты зарекаешься, как только ты сильно в чем-то уверен, тебе всегда покажут по носу, да, природа тебе показывает, что сразу же тебя на место ставит. У меня все, что в жизни происходит, меня очень любит Бог. Знаешь, почему Он меня любит? Только я в чем-то уверен, что это никогда не произойдет, это сразу происходит. Да, есть, я тоже наблюдаю такие вещи. Когда даже кто-то спрашивает, а точно получится, а ты уверен, что это получится? Да, высший пилотаж это достичь уровня уверенность в неуверенности. Вот у меня чуть-чуть получается этот уровень достигать. Ты, наверное, просто уверен в том, что ты не можешь контролировать ситуацию до конца, Да, и оно успокаивает. Я вообще не могу контролировать. Зачем париться, если ты на 100% никогда не будешь контролировать? Я 90% не могу контролировать. И я уверен в этом. И внешне кажется, что я уверен. Уверенный. Да, по голосу, да. А как тогда неуверенность в голосе, как тогда работать над собой? Мыслей много. Кстати, в продажах неуверенность очень мешает. Вот эта неуверенность в голосе, только ты не уверен, все, у тебя не покупают. Но опять же, вернемся к примеру профессор, доктор, санитар и медсестра. Вот оно, если четкий пример дал, вот у меня, я наблюдал это в людях, но не знал, как это разделить по классу. Я тоже не знал. Я вот когда придумал это на прошлой неделе, мне понравился этот образ. Сразу понятно. На любого продавца, Миша, ты просто не слышал вчерашний урок, послушай. Любого продавца смотришь, продавец, и ты можешь сразу увидеть, это медсестра, это врач, это санитарка.
И вот проблема в бизнесах бывает, что должен быть врач-продавец. Ну, то есть он продает Мерседесы. Понятно, что это если средний чек высокий, должен быть мощный продавец. Если ты продаешь суши, $15 средний чек, то должна быть санитарка. То есть просто секретарь уровень. Секретарь, санитарка. А такой голос немощный. 19-летняя девочка, это по голосу слышно, секретарь. Алло, здравствуй, Калифорния, вам роли. Они меньше денег стоят. Средний чек $15, если ты всех врачей поставишь, ты разоришься, потому что экономически не получится. Но если у тебя средний чек $10 000, и у тебя санитарки-продавцы, то у тебя не будут покупать. Потому что клиент, прежде чем купить, я вчера объяснял, ему нужно расслабиться. Когда человек покупает, он в женской энергии находится. Суть женской энергии – это расслабиться. Мужской энергии – напрячься. Но это не значит, что мужчины не любят расслабляться. Мужчинам тоже нужно расслабляться. Я говорил, как они расслабляются. Главный источник расслабления для мужчины, кроме сна, это секс. Но у женщины, у мужчины приоритетное состояние, это у мужчины, смотри, у мужчины расслабление ради напряжения, а у женщины напряжение ради расслабления. Главное ее состояние женское – это расслабленность. И иногда напряжение, но главное, доминантное состояние обычно у женщины – это расслабление. Она к этому стремится. Мужчина все время такой, архетипичный мужчина. Есть разные мужчины, такой типичный мужчина, у него любимое состояние – это напряжение. И ему расслабление нужно, чтобы напрячься. А когда мы покупаем, даже мужчины, нам нужно, особенно дорогое что-то, дорогой продукт за большие деньги, нам нужно расслабиться, довериться, и тогда только мы покупаем. А расслабляемся, когда мы видим профессионала, то есть доктора, продавец уровня 3, врач, а не медсестра. Если ты видишь медсестра, то есть он как-то не профессионал, ты не можешь расслабиться, не можешь ему довериться, не можешь у него купить. Идешь дальше. Надо расслабиться, и тогда человек покупает. Тогда он не пойдет дальше к другим конкурентам, у него нет времени. Но он пойдет к конкурентам, если он послушал голос, и это голос медсестры, а если санитарки, это вообще... Все, ты понимаешь, что это некомпетентные люди, ты не можешь дать лечить свои зубы санитарке. То есть если врач, ты чувствуешь, все, ты рот открыл, он тебе лечит зубы, ты расслабился. Прямо чувствуется, что это 3-го уровня человек, по мощи, профессионализм. А рядом с ним медсестра стоит. Если она бы тебя лечила, ты бы не мог расслабиться, ты бы убежал. Впереди сидит это секретарь, это санитарка, уровень, которой ты звонил, назначал. Но когда все на своих местах, она принимает звонок, медсестра там помогает врачу, во рту держит эту штуку, которая высасывает слюну, а врач лечит, все, тогда ты спокоен, лежишь спокоен, расслабился и платишь бабки. Потому что ты расслабился. А если наоборот, сядет врач принимать звонки, санитарка станет зубы мне лечить, то я не смогу расслабиться, а значит, я не смогу платить деньги. Я побегу другую искать клинику. Поэтому 4 уровня есть. И врачи тоже это не последний уровень. Знаете, вот есть много врачей, а есть, сука, такой профессор, главный там, с такими яйцами огромными. Как Алла Пугачева. Средний чек 15 000 УЕ. Да. Это должны быть врачи, продавцы. Мощный голос. Да. А по уверенности, можно сказать, пока сам занимаюсь продажей, по уверенности чувствую себя вот на уровне Не, ты врач. Ну, это ты врач. Люди нюхом чувствуют сразу, с нюхом. Это 3-го уровня, 2-го или 1-го?
Или Вот когда, четвертый? когда с человеком уже делаем, к примеру, второй объект, так сказать, вторую сделку, я знаю, зная человека, мне легко общаться. Я сразу, можно сказать, перехожу на «ты» образно и общаюсь вот напрямую, говорю, рассказываю все, что человек хочет узнать, техническую часть, там, ну, разные моменты, куда человек клонит. Вот. А вот первый старт, вот чувствую себя на уровне вот медсестры, медбрата, вот так. И думаю, лечится ли это, может это, ну, раз ты говоришь, что доктор, значит, наверное. А еще и проблема у нас по теме языка. Вопрос в том, как можно развивать уверенность в продаже. Какие-то курсы, знания, Я тебе что ж, скажу, что самое главное в продажах, это глубина знания своего продукта. на этом я и снова. То есть вот если ты хочешь лучше продавать, целый день сам все глубже и глубже изучай свой продукт. Иди в глубину, понимай, если так, то так. То есть уровень профессионализма. И вот и тогда ты будешь, и тогда у тебя вот эта мощь будет увеличиваться. То есть чем человек, понимаешь, мощь – это следствие корней глубоких. Чем ты больше идешь в глубину, в корень, разбираешься в своей теме, тем, когда ты говоришь на эту тему, ты мощнее. И тем более намного мощнее самого клиента в этой теме. И он чувствует, что ты в 10 раз в этой теме мощнее его, и он расслабляется и платит тебе деньги. Кстати, можно уверенно сомневаться. То есть, если вы уже сомневаетесь, то сомневайтесь уверенно. Уверенным голосом. Говорите, слушай, чувак, может быть так, может быть так, может быть так, могут купить, могут не купить, можешь сдохнуть, можешь не сдохнуть. Но уверенно. Уверенность лучше, когда ты, к примеру, общаешься с человеком по телефону, либо вживую, это всегда лучше. Ну, если ты мощный человек, то вживую это будет еще более видно. Если ты не очень мощный, то может показаться Вот смотрите, смотри, ты встречал много людей, уже я уверен, с которыми сначала ты познакомился по интернету, а потом вживую. Правильно? Много таких людей. И вот все эти люди, часть из них либо оказались, когда ты их понюхал вживую, вот рядом они оказались, ты либо почувствовал, что они не хуже, чем ты, либо выше. Некоторые меньше, чем они казались в интернете. Некоторые больше, чем они казались в интернете. 100%. Вот и все. Поэтому, если ты уверен, что ты мощный, то тебе выгоднее, конечно, встречаться. Люди еще больше увидят твою силу. А те, кто не очень мощные, может в интернете показаться, ну, как бы они могут показаться выше, чем они на самом деле. Поэтому нужно не как Баффет стараться, Миша, становиться, а мощь свою личную развивать. Своя личная мощь развивается только через профессионализм. Во всем ты не можешь быть профессионалом, значит, какую-то тему выбираешь, и там идешь вглубь, 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 и в этой теме ты мощный. И ты кажешься вообще мощной личностью. То есть тебе не обязательно во всех темах разбираться. Вот Алла Пугачева, ей не надо в химии разбираться, она все равно мощная личность. Она в чем-то одном очень глубоко. Главное, чтобы клиент чувствовал, что ты контролируешь ситуацию, когда он покупает у тебя товар, либо твои люди работают у него, правильно? Уверенность в том, что ты на Ну что ты уровне профессора или профессионал, доктора, и да, они да, точно да. сделают свою работу. Да, да. Спасибо. Что можно расслабиться, можно доверить либо свои зубы, либо свои деньги, либо свою квартиру, если ты там ремонт ему будешь делать. Доверить. Но чтобы доверить, нужно расслабиться. Мы доверяем, когда сначала мы расслабляемся, потом доверие возникает. Потому что расслабление – это более физическое ощущение. Вот ты видишь человека, и ты либо он тебя напрягает, либо расслабляет. Сначала физически, мгновенно тело реагирует, а потом, значит, мы это называем доверие. Я ему доверяю, потому что я могу с ним расслабиться. Последний момент. Если с человеком познакомился, но не знаешь,
ну, смотришь на его уверенность, сомнительно. Как докопаться, посмотреть на его работу, ну, например, мастера как оценить, просто глянуть на работу, глянуть его инструмент образно. Ну Так да, смотришь, да, 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 конечно. Не только по словам. По словам уже можно, по голосу можно почувствовать. Это первый, второй, третий или четвертый уровень. потому что есть тоже такие скрытые, очень крутые специалисты, но скрытые, так, Да, скованные, так надо сказать. разбираться, да, есть такое. Из каких пунктов состоят границы контроля директора компании учредительным советом? Учредительный совет это кто? Ну вот учредители, да, вот, которые ставят директора. Наблюдательный совет Да, это, да, там, допустим, там, 5 акционеров ключевых и вот Да. гендиректор. Ну, раз в месяц встречайтесь, и пусть он вам показывает цифры и рассказывает, что он делает. То есть куда наблюдательный совет вот может лезть, не может лезть, на твой взгляд? Никуда вообще не может лезть. Единственное, что может сделать, это поменять гендиректора, если им не нравится, как он управляет. Хорошо, а какие критерии, чтобы не менять директора? Это или что? Ну, прибыльность? Ну, один критерий всего лишь. Ответ на вопрос. На наш взгляд, вот нас, вот мы наблюдательный совет, на наш взгляд, есть кто-то лучше, кто сделает лучшие результаты, чем он, и согласится их делать. Ну, он может, кто-то есть, но он не согласен это делать. Если кто-то лучше, чем... То есть мы с тобой владельцы футбольной команды «Ливерпуль» вдвоем. Есть у нас тренер, мы каждый день с тобой созваниваемся и, и друг другу задаем вопрос, есть ли какой-то тренер лучше, чем этот? Если есть, мы берем, ставим этого, которого мы посчитали, что лучше. Но если такого, если мы можем недовольны быть этим, но лучше никого нет, значит этот есть. Как найдем лучше, поставим лучше. А пока этот тренирует команду, мы не мешаем ему тренировать. Мы просто наблюдаем, слушаем его и думаем с тобой, есть ли лучше. Ну, то есть давай ему полную свободу, правильно, действий вообще. А ну, нет смысла не давать свободу. Ты же берешь тренера, то он должен быть профессионал. Может быть, он, если ты ему не будешь давать свободу ему, так может быть он и именно поэтому не дает результатов, потому что ему не даешь свободу. Ну просто надо определиться напсовету. Может, кто-то из них может сам хочет руководить. Ну хочешь руководить, зачем тебе тогда этот тренер? Сам выбери, ты же хозяин компании. Один из совладельцев, сам бери и руководи. Но у директора должна быть полная свобода действий. А напсовет смотрит уже по результату. Ну, полная свобода это практически, но он не может взять, продать компанию. То есть есть какие-то вещи, которые он должен согласовать с напсоветом. Ну, это, допустим, он решил топ-менеджерам дать бонус в виде акций компании. Ну, конечно, он должен согласовать с напсоветом. Есть вещи, которые... Покупка какой-то новой компании, согласовать с напсоветом. Назначение гендиректора в какое-то дочернее предприятие большое. Ключевые такие, стратегические. Ну, какие-то, да, какие-то очень такие важные вещи, конечно, он должен проговорить с напсоветом. Ну, вот эта текучка, операционка, это как бы, ну, туда и Да. лезть не нужно. Конечно. Мгм. Спасибо большое. Я, честно говоря, в восторге еще от сегодняшнего, вот то, что вы сейчас со Стасом обсуждали. Мне кажется, это покупатель расслабится. Это, по-моему, вся теория
мирового бизнеса за просто... Ну, в просто продаже, для продажах. нужно, Я чтобы он расслабился. Да, я в шоке просто. Я не мог найти себе вот этот ответ, да что не так, что не так. И когда вот продавцов толковых ищешь, Алекс, я просто в восторге от вот этого эксперта, да, как ты назвал, врач, да, врач, это просто фантастика. Где человек аж сразу, в принципе, видно, когда ты даже на собеседовании общаешься, ты же видишь, да, вот, ну, что за человек перед А тобой. ты сам должен для себя почувствовать, ты расслабляешься в его присутствии. Я просто в шоке, Да. Алекс. Продавец, если он крутой, начинаешь расслабляться. И значит, клиенты Да. будут расслабляться, а значит покупать. А врач это просто это личность. Чем отличается медсестра от врача? Это масштаб личности, это мощнее фигура. Поэтому это просто такая сила личности. Поэтому есть четыре уровня силы личности. Топ-менеджера, если вы видите, что он не у вас работает, допустим, и видите в нем потенциал, Да. пробуйте его и сразу забираете, стараетесь забрать его в команду к себе, заинтересовать. Да. Как вы действуете, то есть когда вы его забираете? Если он из большей компании, из намного большей компании крупные, деньги там большие, как вы мыслите, как вы его переманиваете, хантите, то есть какие способы у вас используются? Перспектива, будущее. Рассказываю про будущее, про перспективу, даю долю компании. Там ему долю там компания больше, но у него доли не было. Здесь долю даю. Акций, процент какой-то. Убеждаю. Понимаешь, в маленькой компании, когда ты начинаешь бизнес, ты начинаешь убеждать клиентов. Потом компания растет, твои эти sales, навыки продавца, убеждать. У меня вообще слова продажи нет в моем ощущении. У меня вместо продаж я убеждаю. Но это и есть продаю. Когда ты убеждаешь, просто мне слово убеждаю, оно ближе, чем продаю. Мне оно нравится, а продаю как-то не понимаю, что продаю. Поэтому я убеждаю вначале, когда начинаю бизнес, я убеждаю сначала покупателей купить. Потом бизнес разрастается, все, там уже есть продавцы, они убеждают покупателей, я начинаю убеждать команду в чем-то. То есть учить их работать, это убеждать. Потом компания еще больше вырастает, я уже начинаю только убеждать топ-менеджеров, А потом в самом высоком уровне нужно убедить какого-то крутого гендиректора, чтобы он перешел к тебе, и все, и он руководит всем бизнесом. А ты занимаешься дальше чем-то еще. Предпринимательством. И опять начинаешь сначала. Что-то строить, какой-то бизнес, клиентов убеждать. Я сейчас в новом бизнесе недвижимость, который я строю, я же сам с клиентами общаюсь. То есть, те, которые... Для меня клиенты — это инвесторы. Бизнес станет больше, я же не буду сам лично потом, там уже будет много людей, там уже будет система работать, продавцы будут разговаривать с инвесторами. Я буду строить систему. Сейчас пока я сам участвую в этом. Вот на выезде в конце мая, это вы будете там? Я буду, да, тоже. Там все будут партнеры. Второй сейчас организуется, да, там этап? Сказали, что... Второй тур, да, этот первый уже продан там. И сейчас второй тур сразу после этого. 3 дня первый, сразу еще 3 дня. И потому что я там буду, чтобы уже оттуда не улетать, я там останусь. Но пока у вас только в Грузии, да, такой проект? Филиал первый, да, в Тбилиси. Потом будет по всему миру открываться филиалы. Скажите, каким учителем должен быть в современном образовании? А нет такого современного образования? Такого нет понятия. Это у меня тоже было такое заблуждение раньше. Есть разные дети.
Есть дети, условно, психотип баран, их большинство. Есть дети, психотип личность. Это грубо, просто чтобы как-то объяснить. Так вот, для психотип баран нужны точно такие же бараны-учителя, которые во всем мире, почти все учителя, которые всегда были, есть и будут. Вот эти Марьи Ивановны. Тут точно такие же учителя нужны. А для психотипа личность, вот как я был всегда, конечно, нужны учителя. То есть в чем проблема? Потому что меня учителя бараны учили личность. Нет. Баранов должны баран учить, а личности личность. Потом, там позже, когда я стал старше, в 16 лет, у меня появились учителя личности. И вот это совсем другое началось обучение. Для баранов нужна ли личность? Нет. Ничего не поможет. А для личности нужен баран? Тоже нет. Если ты спросишь, опиши мне учителя, который учит личности, могу описать. Учителя, который учит баранов, могу описать. Как определить, вот самый сложный вопрос, как определить в ребенке, он баран или личность? Надо подумать. Интересный вопрос. Я не думал еще об этом. Вы как учитель объясняете просто и понятно. Да. А вот детям в школе объясняют понятно, и вот они Ну, заканчивают школу и не знают, что делать. Потому что там бараны преподают почти все учителя. Но там почти все ученики тоже бараны. То есть не думайте, что если вдруг появятся все личности учителя, то дети вот эти все, они все станут, как чушь рассказывают в интернете, они все станут личностями. Ничего подобного. Если родился баобабом, баобабом и помрешь, как Высоцкий пел. Главное, чтобы были школы для личностей. И главное создать систему, где личность легко может найти такую школу и туда пойти учиться. Вот в мое время, в моем детстве, не было возможности. Не было школ для личностей. И конечно, я страдал. А надо, чтобы были для баранов, вот как они уже, для баранов уже есть школы. Надо, чтобы еще появились школы для личности, и чтобы легко можно было человеку туда, который к этому стремится, туда попасть, перейти. А как определить личность ребенка? Не знаю. Долгий. Это надо отдельный урок, чтобы я настроился на эту тему. Это надо много энергии просто сейчас. У меня целый день, у меня рот не закрывается. Сегодня с 9 утра совещание. Если отдельный урок такой кто-то там назначит, захотите такую тему, я буду свежий, и я могу, конечно, нарыть там много всего на уроке. На эту тему именно подумать. Как тема урока, как определить личность, что такое личность в ребенке, как определить. Это надо так, силы напрячься, подумать на уроке. Вопрос такой, какие могут быть стратегии, когда входишь в новую бизнес-модель, которая имеет сезон, а начинаешь ее делать вне сезона? Как раз на спаде. Какие стратегии? Лучше подождать или подготовиться, или перепроверить, или все-таки тестировать, проверять эту бизнес-модель? Не могу ответить тебе на такой общий вопрос. Мне надо конкретно смотреть ситуацию, и я бы мог сказать, что бы я делал бы, увидя ситуацию конкретную. А так в общем... Если конкретизировать, это IT-школа для детей, и дети
ну вот сколько мы проводили, летом мы делали совершенно другие форматы, нежели делали на учебный год. Вот. И основной продукт хоть разрабатывается под новый учебный год, а впереди лето. Что лучше сейчас делать? Потому что, Ну, то есть запуск идеально делать 1 сентября. ну да, в августе. Да. В августе, когда... Ну, подготовиться август- до августа и сделать запуск уже на сезон, наверное, так. Просто ждать, вкладывать в разработку. Ну, я не знаю, ну смотри, ты продаешь груши. Груши начинают продаваться с 1 сентября. Ну, можно с 15 августа начать продажу. А сейчас у нас май. В мае можно сливы продавать, например. Но все-таки ты специализируешься на грушах. Но сливы можешь тоже продавать. Но если можешь продавать сливы не в минус, продавай сливы и жди, когда груши твои начнут продаваться. А если не хочешь сливы продавать, потому что у тебя фокус на груши, ну тогда подожди, когда груши начнут продаваться. Но если можешь и сливы продавать, конечно, это хорошо, лучше. Но вопрос, где больше чистой прибыли? Где меньше убытков, где меньше инвестиций, где больше чистой прибыли, при какой модели? Подождать до августа или начать продавать не сливы сейчас, не груши? Груши сейчас не продаются. Ну вот в этом и есть второй вопрос, что потестировать, как продавать сейчас сливы, да, это тестирование гипотез. Они могут сейчас, ну, на них нужны деньги. И вот решив тоже себе, что с грушами я жду до сентября, я вложила деньги и не в груши, и не в сливы, в яблоки. Вот. Зачем? Зачем? Увидела очень спелые, сочные и прибыльные. Детские, это тоже связано с детьми, детский центр, но оффлайн. Просто я понимаю, как это сделать, и в этом есть потребность и спрос. Вот. И тогда второй еще вопрос. Вот на проверку гипотез по сливам. Все равно очень интересно и может быть полезно потом для продажи груш. Где теперь брать деньги, если я вложила в яблоки? Как бы ты это сделал? У инвестора. На тестирование. У инвестора? Смотри, для бизнеса нужны деньги. Плюс нужен предприниматель всегда для бизнеса, специалисты, менеджеры. И инвестор может тоже участвовать с удовольствием. Инвестор, он наоборот говорит, дайте мне проинвестировать. Я ничего не хочу делать. Специалист говорит, я не хочу работать. Специалист говорит, я хочу работать, но не хочу инвестировать. Менеджер говорит, я хочу работать, не хочу инвестировать. А инвестор наоборот говорит, я хочу инвестировать, но не хочу работать. А предприниматель – это человек, который всех соединяет. То есть если нужны деньги и не хватает денег, он может либо сам проинвестировать, либо найти инвестора. Если нужен специалист и нет специалиста, он либо может сам быть специалистом, либо может взять специалиста. Почему, если ты можешь взять специалиста в команду и платить ему, и можешь взять менеджера в команду и платить ему, почему ты не можешь инвестора взять? Чем это отличается? Только инвестору тоже нужно платить. Только не за работу. Этим за работу платить, а инвестору за деньги, которые он дал тебе. Да, вопросы я понимаю. Например, как взять инвестора и платить ему деньги на продукт, классно который я говоришь. понимаю, Взять инвестора и платить ему деньги. Взять специалиста и как платить взять ему. инвестора на тестирование, на продажу того, где вот вопросы, на тестирование. А как, Ему продавать будущие груши? как специалиста ты берешь на тестирование? Ты платишь ему деньги за какую-то работу, правильно? Да. А инвестору ты платишь деньги за инвестиции.
Вот ты рассказываешь инвестору весь твой бизнес-план. Джефф Безос рассказывал инвесторам свой бизнес-план. Поговорил, он рассказывал сколько? 100 человек, 20 согласилось. Не помню, сколько он поговорил, помню, что 20 согласилось. Сколько? 50, да? 50 поговорил, 20 согласилось, вложили $1 миллион, по-моему. По 20, по сколько? По 50 тысяч каждый. Но он же рассказывал, он честный парень, он рассказывал, вот может получиться, может не получиться. Не все же согласились, только 20 согласилось. Ну, получилось. А могло у Джеффа Безоса не получиться? Конечно. Вероятно, что у того же Безоса, он умный парень, все нормально, но у него тоже была где-то вероятность 80%, что оно не получится. Поэтому расскажи инвесторам, рассказывай инвесторам, вот реально твой план, бизнес-план, то есть что сегодня, это эксперимент, что завтра, ну, если получится, то у тебя вот будет такая доля, и ты будешь получать столько-то. То есть ты почему продала специалисту, убедила специалиста? Ты ему точно сказала, сколько он будет получать. А инвестор, он готов к неопределенности. Он готов к тому, что он не будет знать, сколько он получать будет. Точно. Он готов к этому. То есть ты должна просто объяснять, что если получится, будет такая-то история. Если не получится, ты вот потеряешь. Но для бизнеса нужны специалист, менеджер, то есть нужен предприниматель, это главный человек в бизнесе. И потом ему, предпринимателю, нужен специалист, менеджер и инвестор. И предприниматель может, чтобы сэкономить, сам сыграть роль, и специалиста может сыграть роль, чтобы не платить деньги специалисту. И менеджера может сыграть роль, чтобы не платить деньги менеджеру. И может сыграть роль инвестора. Свои деньги проинвестировать, чтобы не платить инвестору. Понимаешь? А зачем? Лучше взять специалиста, взять менеджера, взять инвестора и быть настоящим предпринимателем. Ну, предприниматель взял других, дал другим, дал заработать и специалисту, и менеджеру, и инвестору дал заработать. Компания растет, он следующую пошел строить. Если ты сама все будешь пытаться сделать и быть и специалистом, и менеджером, и инвестором, то бизнес не будет расти. Вот маленький бизнес. Водитель такси, он и специалист, и менеджер, и инвестор. У него же тоже бизнес свой, он водит такси, он сам на свои деньги купил машину, он сам специалистом работает, сам этим всем управляет. Но бизнес же не растет. Следующий вопрос. Почему, если вы умеете убеждать специалистов, убеждать менеджеров, почему вы не сможете убедить инвесторов? Сможете тоже. Потому что нужно просто заранее понимать, что есть миллионы, десятки миллионов людей, которые хотят получать деньги, ничего не делая. Называется инвестор. Есть миллионы людей, которые хотят делать, но не вкладывать деньги, и за это работать, не вкладывая деньги, за это получать деньги. А есть миллионы людей, которые хотят вкладывать деньги, но не работать, и за это получать деньги. Это просто комплекс у вас в голове, что инвестор это что-то такое, типа мне больше нужно, чем ему. Я когда с инвесторами разговариваю, я не разговариваю с позиции, что мне больше нужно, чем ему. Инвесторы должны молиться на предпринимателя, а не предприниматель на инвесторов. За предпринимателей меньше. Инвесторы все хотят деньги присунуть куда-то и ничего не делать. Самые ценные люди в обществе это предприниматели. Если бы я был президентом страны, знаете, есть как в Красную книгу животных. Красная книга животных.
Я бы всех предпринимателей, особый статус, особый почет. Это самые главные люди. Все от них идет, все от них идет. Вся экономика, вся цивилизация, весь прогресс от них идет. Инвесторы, специалисты, менеджеры, все зависит от предпринимателя, он главный. Если он всех их не соберет, инвестора, специалиста, предпринимателя, не объявит, не придумает, не рискнет, ни хера не будет. И у меня, если бы я был президент, у меня бы министры и все это правительство работало бы на предпринимателей, помогало бы предпринимателям. Не так, типа, мы правительство, мы какие-то важные. Да ни хера вы не важные. Важные предприниматели. То есть я бы не министрам бы этим и депутатам мигалки бы давал, а предпринимателям. Если давать мигалки, то им. Если статус неприкосновенности, то им, а не депутатам. То есть надо создать такую атмосферу в обществе, что вот идут девочки по улице, и предприниматель, и депутат, и они говорят, депутат, о, предприниматель, во. То есть это намного более, это круче намного, это самое крутое, самое ценное. Это люди, которые рискуют. При объединении специалиста, менеджера и инвестора ты отвечал человеку, что в первой точке предприниматель должен быть и менеджером. Лучше, чтобы он был менеджером. Правильно я поняла это или нет? Или это не во всех делах и не во всех бизнес-моделях? Это не во всех, не всегда, очень от многого зависит. У меня были бизнесы, где я начинал сразу на широкую ногу, там 10 миллионов долларов инвестиций. Естественно, я сразу брал команду, естественно, я сразу не общался с клиентами. А бывает, ты начинаешь не на широкую ногу, тогда сам. И даже продавцом сам работаешь, не только менеджером. Зависит от среднего чека. Конечно, если мелкий средний чек, ну, сразу надо брать санитарку, которая будет принимать заказы. Ну, самому глупо. Но если высокий средний чек, и ты начинаешь не на широкую ногу, то сам продавцом вначале работаешь. Все от ситуации зависит. Надо смотреть конкретный кейс. Покажешь мне конкретный кейс, скажешь, так, столько-то денег, у меня есть инвестиции, такая-то штука, вот магазин. Как бы ты сделал? Я бы сказал, я бы стоял на кассе, или я бы не стоял на кассе. Я бы сказал, я бы управлял этим магазином, либо я бы сразу взял менеджера, который управляет этим магазином. Все по-разному, зависит от нюансов.